Привет, ценители разноцветных лошадок! После Хазбинфеста я настолько преисполнилась вдохновением, что, узнав о грядущем фестивале по пони, сразу решила принять в нем участие, причем в качестве именно косплеера, а не рядового зрителя. Сказано, сделано, и вот я уже сижу и думаю, в какую поняшку мне можно перевоплотиться. Сейчас поясню свой выбор. Моя любимая раса — пегасы. Из Main Six мне больше всех импонирует Флаттершай. Но вот незадача. Во-первых, я вижу ее как парный косплей с Дискордом. Такой вот я искушенный шипер. А во-вторых, популярный персонаж равно большая конкуренция. Поэтому было решено взять второстепенного героя. Флитфут и Lightning Dust крутые, но я вижу их в классном спортивном костюме, а его и так нелегко по фигуре подобрать, не говоря уже об определенной расцветке. Ну и прическа у них совсем не beginner-friendly. Я и так с париками пока на «вы», а тут антигравитационные волосы Элвиса Пресли. Поэтому выбор пал на антагониста последних сезонов — Коузи Глоу. Она кажется мне персонажем интересным, харизматичным и милым. Плюс злодейка, а мне такие мутные типы по нраву. Для меня это был первый косплей, который я собирала по частям. И хоть он и получился не самым сложным или даже похожим, но я все равно сделала для себя несколько важных выводов, которыми я и поделюсь сегодня с вами. Для начала я написала список всех предметов, которые мне нужны по квесту, то есть для создания образа, от розовых колготок и крыльев до краски для волос. Изначально я не планировала покупать обувь, но это была судьба. В магазине я сразу увидела эти прекрасные ультрамилые и удобные ботиночки. Единственный экземпляр и мой размер. Короче, покупки неимоверно рада. И этот значок с ее кьюти-маркой. Мне кажется, он стал необходимым элементом образа, поэтому не жалею, что заказала его. И вот вывод номер 1. Парик лучше баллончика с краской. Ее сложно нанести равномерно, она пачкает одежду, цвет неточный, ну и по цене в итоге скупой платит дважды. И лучше сразу потратиться на нормальный парик, чем докупать эти баллончики. Ну, и вот мое выступление. Сразу отмечу довольно классную развлекательную программу, спасибо организаторам. На большой сцене выступали разноплановые музыканты и косплееры, а на малой были плюс-шоу и поле чудес. И я очень жалею, что не поучаствовала в квизе и других мероприятиях. И вот вывод номер 2. Даже если ты косплеер, ты не обязан весь день торчать в коридорах, если в правилах это не прописано, конечно. И я бы лучше приняла участие в квизе, чем потратила впустую время на лестнице в ожидании чуда. Огромным минусом, естественно, была площадка, так как места в этом ДК было крайне мало. Хазбинфест по сравнению с этим зданием просто подарок. Я искренне думала, что у меня маленькие крылья, но даже с ними было тяжело передвигаться и тем более находиться в толпе. Постоянно либо я кого-то задевала, либо кто-то задевал меня. А представьте, каково косплеерам типа Луны и Селестии. И даже на Хазбин-вечеринке я задевала кого-то своими рогами. Поэтому вывод номер 3. Любой, даже на вид небольшой элемент костюма сковывает тебя в движениях, поэтому надо быть осторожным. И банально не было места даже пофоткаться и снять видео, поэтому в кадре постоянно мельтешили другие посетители. А фотозона у гардероба и главного входа
как говорится, забей, без шансов. Фотографов было много, и они реально старались, делали много кадров, за это им респект. Особенно радует наличие фото со сцены, а не только из курилок и коридоров, как это бывает на некоторых фестах. Но вот незадача. По итогу удачных снимков вышло очень мало. Возможно, из-за узких проходов, где не было пространства для маневра, возможно, из-за света, ну, что поделать. Ну и самое главное, я была уверена, что кто-то снимает выступление на видео, а оказалось, что нет, это просто фотокамеры стояли вдоль сцены. И вот вам урок 4. Если хочешь, чтобы твой номер был качественно заснят на память, позаботься об этом сам. На других надежды нет никакой, включая и зрителей, и профессионалов. Если бы я знала, что видео не будет, то попросила бы моего ассистента выбрать более удачное и устойчивое место для съемки. Ну, unlucky. Активность зрителей. Не знаю, как для вас, но для меня косплей-фестивали прочно ассоциируются с особой атмосферой, где все восторженно бегают от одного косплеера к другому, охотно фотографируются, вступают в диалог. Здесь я почти не видела, чтобы кто-то с кем-то останавливался зафоткаться и поболтать. Со мной лично только один парень вроде снял плюшку, ну и фотографы с другими косплеерами подходили. Да, мой образ был не такой достойный, но и с другими выступающими я тоже не видела особого взаимодействия. Я получила искреннее удовольствие от общения с некоторыми ребятами. Спасибо всем поняшкам из моего шортса. Но обычно зрители также бодро вступают в контакт со всеми. Короче, для меня это был, наверное, самый большой минус. Ни в коем случае не хочу сказать, что зрители были плохие или кто-то виноват. Просто так сложилось, это не предугадаешь. Тут все зависит от настроения, погоды, а тут получилось вот так. Ну, бывает. Еда. И вот урок 5 на будущее. Бери с собой тормозок. Ибо здесь, в отличие от Хазбин-феста, был прилавок с сэндвичами и кофе, но к моменту моего переодевания все было пусто. Уже было 17:30, а я ела последний раз в 9 утра. Шутники. Я понимаю, что люди не со зла так говорят, но комментарии в духе «О-хо-хо, у тебя кожа розовая» немножко бесили. Типа, камон, мы тут все собрались ради разноцветных пони. Кого может удивить кожа необычного цвета? Ну и когда твоего персонажа не узнают, это просто эпик фейл. Наверное, самое обидное чувство для косплеера. Урок 6 для продавцов. Когда такие комментарии исходят от вас, это отбивает всякое желание делать у вас покупку, так что осторожно. Товары. Я бы очень хотела себе там что-нибудь прикупить, у меня вся полка заставлена фигурками с пони со школы, но я купила только один значок. Потому что плюшевые игрушки были для меня слишком дорогие. 2500–4,5 тысячи рублей. А про фигурки вообще молчу. Там ценник был в районе 12–18к. Больше ничего интересного для себя там не обнаружила. На аукционе вообще за 25к и больше плюшки уходили. Вот это я понимаю, ценители. Ну и награждение. Произошел забавный конфуз. Я понимала, что образ у меня слабенький и за призами не шла, но когда одна из жюри начала просить выйти на сцену некую Кози, повторяя это имя снова и снова, я уже подумала, что может речь идет о моем персонаже, и вышла на сцену, и нет, это оказалось имя косплеера, Кося, или как-то так, и она уже куда-то ушла. Было немного стыдно от этого, хотя изначально за призами не шла, поэтому, когда мое имя все-таки назвали, я очень обрадовалась, и настроение было спасено. Спасибо Коскару за такую ценную для меня награду. Вот такая получилась пони-вечеринка. Ставлю ей 6 из 10. Надеюсь, мой следующий пони-косплей будет еще лучше, и спасибо моим топовым саппортам Батя с прищуром и Gentleman James 777. До новых встреч! Вот так, ребята, выглядит самый могущественный человек. Самый богатый. Это называют бронежилет. 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 Хорош.